Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Сергей Датюк на связи прямо сейчас, украинский философ. Сергей Аркадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Кажется, что мы входим в некий новый этап, причем и глобально планетой, ну и, конечно, с вот этой войной и нашей войной в Украине. Понимаете, кажется, что война какое-то инородное тело на фоне вот этих всех тектонических изменений миропорядка. Ну вот если так посмотреть на Индию, ну там, Китай, на Россию, на встречу Си Цзиньпина и Путина, вот вторую, дальше там парад завтра будет. Кажется, что война тут лишняя, и здесь нужно конкретно ее заканчивать. Или это такое ощущение пустое? Что вы думаете, насколько тектонические изменения вообще повлияют на окончание войны в Украине? Понимаете, это же определенный настрой, я бы же сказал, ориентация, помыслить войну как лишнее. И с этим связано, меняете ли вы то, как вы об этом рассказываете, или не меняете? С этим связано то, используете ли вы имеющийся дискурс, возникший до войны и в ходе войны, или вы придерживаетесь некого нового. С этим связано, насколько в ткань вашего, я бы даже сказал, публичного размышления входят иные слова. Потому что это же большой соблазн, как делают многие эксперты, блогеры, провалиться в нарратив и не отсвечивать мыслями. Да? Ну вот просто взять и написать там анализ событий. Ну, как это делает, например, там Переслегин, или как делают у нас как бы в Украине, там Портников и другие. Это же большой соблазн. А это двойной соблазн, если вы должны ублажать свою аудиторию. А у блогера ублажение аудитории – это же базовый, ну как бы, он зарабатывает на этом. Как он может не ублажать? Он должен ублажать. А значит, он должен ограничивать понимание свободы слова. Потому что такое свобода слова в контексте блогинга? Это свобода понятных аудитории слов. Если вы будете понимать свободу слова как свободу непонятных аудиторий слов, то, во-первых, вы будете терять аудиторию, а во-вторых, вы встретитесь с такой вещью, что, оказывается, не всякое помышление для аудитории как бы комфортно или воспринимаем. Ну, то есть вы обязаны блюсти свою аудиторию, но я-то не обязан, например, да. Я могу быть с ней жесток, да. Я могу обходиться с ней беспощадно, с вашей аудиторией. То есть я могу применять некоторые новые и вообще иные слова. И с этой точки зрения, я всегда могу сказать, не нравится, валите к Переслегину или к Портникову. Вот то, что мы с вами начали с этого настроя, да, что вот как бы меняется, все меняется, но мы способ говорения о том, что меняется, не поменяли. А это же ведь какое-то противоречие. Если все меняется, то слова должны меняться. А где эти изменения слов? Послушайте вокруг других блогеров, и вы не увидите изменения слов. Вот в этом проблема. Ну, смотрите, находите ли вы, что война в Украине в свете геополитических изменений становится лишней, ненужной, неоправданной ни по своей жестокости, ни по своей длительности, ни по своим целям и задачам? Чтобы так рассуждать, надо самому это продемонстрировать. То есть, когда я протестую против употребляемых слов, применяя иные слова, то в том, что я делаю, я заканчиваю войну. Потому что если я сегодня стану на позицию России или Украины, или США, или Китая, или Европы, то я стану частью проблемы. Я стану участником войны. Понимаете, наступает мышление лишь тогда, когда вы перестаете быть частью вот этого военного дискурса. Ну, грубо говоря, когда вы
выходите на вольнодумство и инакомыслие, будучи беспощадным к аудитории. И вот с этой точки зрения вечная война заканчивается внутри каждого из нас, когда мы меняемся. Суть войны в изменении, которые нельзя произвести без войны. Прежде всего, внутренних для каждого. Затем изменение группизма, то есть изменений внутри групп. И потом, конечно же, изменений общего представления, ну или общего блага. Общее благо не бывает американским, китайским, европейским, украинским или российским. Общее благо, оно для того и общего. И вот помыслить общее благо в конце войны, это значит найти такие слова, которым мы будем пользоваться сообща. А это значит перестать быть частью проблемы. То есть склоняться на сторону от одного из участников войны. А это же очень сложно сделать. Ты же должен сказать, так ты за Украину или за Россию? Ты за Запад или за Россию? Ты за Запад или за Китай? Ты же должен это произнести. И когда ты говоришь, что ты видишь глупость каждого и нежелание построить это общее благо, вот тогда тогда ты враг для всех. Понимаете, что такое быть врагом для всех? Не Я, врагом Украины или врагом России, а смотрите, врагом для всех. я прекрасно понимаю, что такое Да. быть врагом для всех, и, скажем так, и там отсвечивать в этих всех критических Вот. разрывах комментариев и всего остального. Но мы же говорим о глобальных процессах. Ну вот смотрите, сейчас там новая фаза, осень. И уже вовсю говорят о том, что Россия будет под ноль уничтожать энергетику. Ну, в общем, новые блэкауты, всех призывают готовиться. Но судя по тому, что происходит, по поведению Трампа, по поведению вот этих ближайших союзников, которые, ну, последняя надежда Украины, это европейский конгломерат коалиции желающих, мы понимаем, что ну так, а в чем цели и задачи? Они ведь поменялись после условного ШОС, после вот китайских событий, после демонстративного на весь мир поведения Индии и Моди, которому 4 раза звонили, а тот дал отворот-поворот. То есть мы перестали со своей войной, со своими, скажем, ну же как теперь война называется? Война за независимость. Да? Официально Зеленский подписал принятый Верховной Радой ну, закон, постановление, в общем, все. Теперь у нас есть рашизм, слова, есть война за независимость, есть определение пропаганды, есть вот это все. Ну так, а это уже отстает от того движения мира, да, куда он несется. И ну, складывается вот именно такое впечатление, что завершать войну нужно, внимание, за ненадобностью. Потому что нас ждут определенно другие там и потрясения, или прорывы цивилизационные, и Смотрите, планетарного масштаба. проблема в том, как вы ставите вопрос, как раз и состоит. Вы пытаетесь, чтобы мы увидели глупость Украины и украинской власти. Мы ее видим. Глупо называть войной войну за независимость. Глупо в законодательство вводить термин расизм, не вводя при этом национал-патриотизм или что-то вроде этого подобного, не вводя представление о ресентименте. Это глупость. Но вместе с тем глупо и то, что делает Россия. Там с 1 сентября вводятся как бы существенные ограничения. Это разве не глупость? Глупо то, что делает Китай, то есть сводить представление о войне к кризисе. То есть, чтобы было понятно, и тут я буду беспощаден и к вам, и к вашей аудитории. Итак, чего мы пережили? Войну, кризис. Я считаю, что мы должны обратить внимание на то, из контекста чего мы говорим. Ну, можно, как, например, Переследин, делать военно-стратегический анализ событий. Можно, как делает, ну, как бы там Виталий Портников, произвести идеологический анализ событий в контексте Украины. Можно, как делает, например, там, ну, как бы ряд российских экспертов, тоже предполагать некоторые интеллигентные отношения нет к войне и все такое, и как бы либерализм или как бы говорение о свободе, оно как бы доминирует над всеми вот этими вот военными вещами. Но мы же должны отнестись как-то к войне. То есть в какой фазе войны мы сейчас оказались? Вот то, что вы рисуете. Смотрите, рассматривать его как кризис, это делает Китай. Это глупость. Потому что это управленческое видение. Из управленческого видения
Вы не сможете понять, что происходит в контексте ближайшей перспективы, в контексте общего смысла и общего блага. Ну никак. Менеджерский подход не дотягивает до блага. Его благо – это обеспечение эффективности. Все, на этом менеджерский подход заканчивается. Он не, в принципе не может, он по своему подходу не может. Управлять можно тем, что есть. Невозможно управлять тем, чего нет и что еще только придумывается. Нельзя управлять воображением. Туда менеджерский подход не дотягивается. А ведь выйти из войны можно только при помощи иного, при помощи воображения. Поэтому что мы имеем на сегодняшний день? Мы имеем то, что я называю безысходность. Обратите внимание, что есть безвыходность, и это аналитическое представление или менеджерское. Это когда когда вы не видите выхода. Да? Вы не видите выхода, потому что его для вас кто-то не придумал. Безысходность – это как бы мыслительное описание того, что вы не ориентированы на воображение, на иное и так далее. Вот безысходность. То есть безвыходность тогда, когда вы аналитически не можете обнаружить, нет выхода. А безысходность – это когда вы сами блокируете эти выходы. Вот мы в состоянии безысходности. То есть мы длим то, и Россия, и Украина, и Европа, и Запад в целом, и Китай. Длим то, что было до этого. То есть мы упорствуем в дискурсе. Мы его закрепляем. Объясню на примере. Если мы, Украина и Россия, не поменяем свое представление о том, что вы называете глобальностью, да, свое отношение к ООН, свое отношение к НАТО, коллективной системе безопасности, коллективной финансовой системе, к ВТО, к очень многим вещам, война повторится лет через 5, ну, может, через 3, через 5. Если мы не изменим Конституции, то есть Конституцию России и Конституцию Украины, то она будет лет через 10. Если мы не поменяем школьное образование, то война перейдет в новое поколение, и она будет лет через 15. Вот перед нами вот именно эта перспектива. Вопрос не в том, прекратятся ли сейчас военные действия. Вопрос в том, что вот безысходностью, то есть упорством в своей глупости и Украина, и Россия закладывают условия будущей войны. Они не меняют ни мышления, не ищут новые слова и новые представления и пытаются завершить войну внутри этих представлений. Если мы завершаем войну внутри представлений, а для Украины это существенно, потому что мы же говорим, что мы фиксируем линию разделения, но не признаем юридически. Что это означает? Это означает ловушку. Мы не можем поменять Конституцию принципиально. Потому что как только возникает вопрос Конституции, возникает вопрос, как называть Крым, как называть оккупированные области, продолжать их вносить в состав Украины или выводить из... То есть мы же юридически не признали, а значит в Конституции мы ничего сказали. То есть фактически конституционный процесс, важнейший для смысла и перспективы Украины, не просто будет поставлен на паузу, он будет блокирован. А если война будет повторяться через 5, через 10, через 15 лет, то он будет блокирован на очень долго. Это фактически разрушает страну. Посмотрим на Россию. Если она не меняет Конституцию сейчас, поскольку она просто преступна, то есть преступным образом проведенная война, преступным образом присвоенная территория. Обратите внимание, по законодательству России война – это преступление. И то, что они соврали и назвали это специальной военной операцией, ничего не меняет. С точки зрения международного права это преступление. Россия никак не может взять и конституционным образом обосновать свои преступления. Никак, не пройдя признание международного права. То есть фактически у России та же ситуация, тот же конституционный тупик. Вот это и есть безысходность. Обратите внимание, не безвыходно. Выход понятен. Выход есть, он артикулируется. Безысходность. Безысходность – это когда вы не можете поменять мыслимости в направлении перспектив. Вот это безысходность. Поэтому безысходность в операциональном, то есть в менеджерском понимании означает тупик. Тупик – это когда, что бы вы ни делали, выхода нет. И вы при этом не можете поменять способ говорения, поменять дискурс. Вы обязаны говорить словами, понятными всем. Вы обязаны говорить так,
чтобы вас поддерживали. Вы обязаны, ну и в частности блогеры, сохранять свою аудиторию, говоря для них понятными словами. И вы все оказываетесь в ловушке, в смыслово-перспективной ловушке. Вы не можете выйти из безысходности, потому что сопротивляется аудитория, потому что вы не беспощадны к аудитории, потому что вы не можете использовать новые иные слова, и вот это и есть безысходность. Вот то, в чем мы сегодня пребываем. Ну, смотрите, то, в чем мы сегодня пребываем, виноваты не блогеры. Давайте тоже немножко в другую сторону качнемся. А кто? Политики, Так, политические элиты. Вот смотрите, вот вы уже все сказали. Итак, вина – это ресентиментальный концепт. Вы можете переложить вину на врага, на неправильных украинцев, неправильных русских, и это будет ресентимент. А вы можете обратить вину вовнутрь себя, признать себя виновным, и то, и другое ресентимент. Я не осмысляю то, что говорю, концепции вины. Я осмысляю это в концепте ответственности. И обратите внимание, к ответственности нельзя принудить. Вот я не могу сказать, что вы как блогер виноваты, но вы, как блогер, добровольно можете сказать, я несу ответственность. Вот то, что вы приглашаете меня, это ваша ответственность. Потому что вы понимаете, что я говорю что-то такое, что не говорят другие. То есть предъявляю некое иное видение. Вот это ваша ответственность. Именно поэтому вы можете себя оправдать в контексте вины. Но с точки зрения ответственности вы должны тогда смотреть на структуру своих видео и смотреть, склоняете вы приглашаемых людей в сторону одной или другой. Участвуете ли вы в войне, используя старые слова, а не участвуете? Вот это и есть структура ответственности. Вы можете понимать это, не понимать, можете осознавать это, не осознавать. Вопрос не в вине. За вину каются, вину искупляют и так далее. Хочу ли я, чтобы все блогеры стали на колени и покаялись? Зачем мне это? Ну что за глупость? Ну а почему вы к ним апеллируете? Подождите. Ну, потому что у нас есть не Портников и Переслегин, у нас есть, простите, Зеленский, у нас есть, простите, Подоляк нарративы высказывает, да, у нас есть конкретные представители с другой стороны, политики, которые сейчас решают, я хочу, чтобы что их будет у вас дальше. не было. Я хочу, чтобы их у вас не было. Вот меня Дикий тоже спрашивает, а я его прошу изгнать слово Зеленский из эфира. Изгнать слово Трамп из эфира. Это обманки. Это то, что мешает нам мыслить. Это то, что нас привязывает к сегодняшнему дню. Если бы вы взяли на себя ответственность, изгнать такие слова, как Зеленский, Путин, Трамп из эфира, вот это и была бы ваша ответственность. Но вы не можете, потому что вы же зависимы от аудитории. Вы же обязаны... Подождите, стойте. Это какая-то, простите, это какая-то очень, такое какое-то да? Нет, это передергивание каких-то высших порядков. Подождите, вы передергиваете. Народы... Пока вы употребляете давайте слова так. войны, вы участвуете в войне. А какие я слова войны употребляю? Вот. Это же хороший вопрос, правда? Нет, смотрите, вы сейчас апеллируете к... Хорошо, тогда в каких категориях мы готовы говорить о завершении войны? Вот. В категориях народов? Так, а кто представляет народу или узурпирует право представлять народы? Вы ставите хорошие вопросы, но вы не пытаетесь над ними думать. Вы ждете, что я вам дам ответ на этот вопрос? Это напрасно. Если вы ответственный блогер, то вы должны для себя поставить этот вопрос и попытаться на него ответить. Вы хотите мой ответ взять? Конечно. Я вам его дал. Или подсказал. Но он не ваш. Вы не можете его взять, потому что я считаю, что это слова-паразиты. Что? Вот, смотрите, я открыто вам говорю, что сегодня Зеленский, Трамп, Путин – это слова-паразиты. Когда мы хотим понять смысл и будущее, и перспективу, это слова-паразит. Как только вы отказываетесь от этих слов-паразитов, вы начинаете думать, а что ж вместо этого? Как это? Как это? Вот вы всего 3 слова перестали употреблять, и у вас оказалась пустота. Хорошо, давайте, я понял, подождите, давайте не так. Хорошо, замените, пожалуйста, слово Зеленский, Трамп и Путин. Не надо их заменять. Подождите, Россия, Украина и США – это тогда необоснованное обобщение. Они обозначают тупиковую ретроспективу. Да я даже не знаю, как поставить что-то в перспективе. Тупиковую ретроспективу. Вот эти слова-паразиты обозначают тупиковую ретроспективу. Трамп говорит глупость, Си Цзиньпин говорит глупость, Путин и Зеленский. Это тупиковая ретроспектива. Чтобы помыслить мир иначе и действительно закончить войну,
Нужно выйти на те вопросы, которые я ставлю. Переосмыслить мировую архитектуру, как устроен мир. Да? Переосмыслить мировую систему безопасности. Переосмыслить, как устроен мир с точки зрения возможного управления. Да? То есть не ООН, что-то другое. Помыслить, как может быть устроена перспектива общего блага, да, человечества. Вот из контекста этого помышлять. Теперь изменить Конституцию. Знаете, насколько мощные вопросы? Поменять Конституцию Украины и России. А еще и совместно. Вы только представьте себе уровень коммуникации, когда страны договариваются на том уровне, что меняют свои конституции. Мы же так ни разу вопрос не ставили. Мы ставим о какой-то ерунде. Давайте разделим, давайте определим, кто там за что будет виноват, кто какие территории получит. Это не те вопросы, которые заканчивают войну. Это те вопросы, которые откладывают войну. Совместное обсуждение контекста иного содержания Конституции Украины и России – вот сущностные вопросы, о которых мы должны говорить. А тем более, смотрите еще. А вот еще один. Совместное обсуждение программы и контекста школьного образования в Украине и в России – это планирование перспективы на ближайшие 20 лет. Если мы этого не сделаем, война новая между Украиной и Россией неизбежна. Но мы же этого не делаем. Мы говорим про Трампа, Путина, Зеленского. Зачем? Поверьте мне, через 15 лет, когда сработает школьное образование, эти слова не будут иметь никакого значения, потому что они идут в прошлое вместе с их носителями. Но мы не сделали важной работы, цивилизационной работы мы не сделали, и поэтому мы обречены на новую войну. Вот о чем надо говорить. Со старой что делать? Ведь старую вполне можно проиграть, вполне можно, простите, проиграть с позором, проиграть с сохраненным лицом. Открою вам большую тайну. Обе страны проиграли эту войну. Обе. Про Украину понятно, не будем говорить. Посмотрите на Россию. Хотела ли Россия получить такое реноме в мире, при котором она не будет самостоятельной? То есть, что делает страна в ситуации безысходности, когда мыслить не хочет? Правильно, обращается к посредникам. К Трампу, к Си Цзиньпину. Но посредник – это ловушка. Подождите, стойте. Россия обратилась к посреднику? А куда летал Путин в Канаду? Не, Россия обратилась к посреднику. Путин летал в какую Канаду? На Аляску? Путин летал на двустороннюю встречу с главами сверхдержав. Сегодня вот Ушаков дает комментарий свежий, по итогам. А где он сейчас? И говорит, что не было никакой встречи на троих договоренности. Сейчас он где? Путин сейчас где? В Китае. То есть, смотрите, Путин не может выйти на уровень понимания этих проблем, и он пытается воздействовать на Украину через посредника. Он не хочет встречаться напрямую с Зеленским. Соответственно, Зеленский не хочет напрямую встречаться с Путиным. Это два человека, которые согласились на безысходность и на посредника. Посредник – это ловушка. Я же на протяжении всего разговора показываю вам, что только прямой разговор по очень существенным темам Украины и России что-то поменяет. Обращение к посреднику усложняет и ухудшает ситуацию и для России, и для Украины, и делает обе стороны проигравшими. Вот мой тезис. Можете его оспорить? Смотрите, смотрите. Давайте. Вопрос-то в том, что Украина ведет войну силами, средствами, ресурсами, кровью войны, деньгами Запада, и в том числе до недавнего времени Соединенных Штатов Америки. На этом останавливаемся. А мы закрываем глаза на то, что без поддержки политической Китая, без шахедов Ирана, без солдат Северной Кореи, мы как бы закрываем на это глаза и говорим, что это только Украина при помощи. А Россия, она ж без помощи. То есть это вы хотите сказать? Или как? Подождите. Вы говорите о том, что Россия ищет посредника для урегулирования войны, она не в состоянии самостоятельно не пытается наладить, вопреки вот этому месседжу об изоляции, об этих всех ужасных санкциях, выстроить свою политику, меняя архитектуру и безопасности, и геополитики.
Да, она даже идей таких не знает. Но не исходит от России идей, что делать с ООН. Не исходит от России идей, что делать с НАТО, кроме как запретить туда вступать Украины. Не исходит от России никакой идеи об изменении коллективной безопасности мира, кроме как расколоть его на две системы, слившись в объятия с Китаем и противостоять Западу. Это не та идея. Это просто перенос войны на более высокий уровень. То есть сегодня Россия, сейчас, готовит войну Китая с США. Она это отлично понимает. Вы же не думаете, что они глупые, они не понимают, зачем они ездят в Китай, зачем они встречаются с Трампом. Они все прекрасно понимают. Но это как раз и есть отсутствие мышления. Это как раз и есть непонимание, что они, как великая страна, должны мыслить на мировом уровне. Там вот менять эту архитектуру. А не встраиваться в контекст новой войны. Это глупость. Ну, если война неизбежна, бей первым. Помним, кто сказал. Что это Путин сказал из дворового своего опыта. Это неправильно. Это из контекста того, что сделать ничего нельзя. Войны возникают по причине отказа от мышления, отказа от изменений. Изменения были возможны на протяжении всей истории после советского периода, то есть все 30 с лишним лет. И в России, и в Украине. Обе стороны отказались от изменений. Из-за этого война. Сейчас то же самое происходит между Китаем и США. Обе стороны отказываются от изменений и проектируют будущую войну. Смотрите, сейчас мы в той ситуации, когда войну можно отвернуть. Войны можно избежать. Для этого и Китаю нужно измениться, и США нужно измениться. Но никто так не помышляет. Они же не встречаются и не говорят, а давайте, Трамп с Си Цзиньпинем, например, а давайте поменяем архитектуру. Давайте поменяем ООН, потому что он не решает проблемы. Он стал частью проблемы. Давайте что-то сделаем с НАТО, потому что НАТО не обеспечивает больше безопасность Запада. Он часть проблемы. Давайте поменяем вот эту вот игру на троих, потому что это только нас раскалывает. То есть они же не ставят так вопрос. То есть это же не вопрос как бы даже Украины и России. Россия в отношении других стран действует точно так же, отказываясь от мышления и от изменений. Понимаете, о чем я? Нет? Изменение и уступка одно и то же в этом вашем, словарном аппарате. Когда вы начинаете меняться, то вы создаете иной мир, где нет уступок. Вы можете вести войну, и она заканчивается победой и уступками. А вы можете поменять мир, который не будет нуждаться ни в уступках, ни в войне. Вот уступка неизбежна, когда вы противостоите в борьбе за ресурсы и главенствование, и доминирование. Там неизбежно доминирование и уступки. Но это пока вы не приступили к изменению. В изменении нет уступок. В изменении есть совместная перспектива. Благо не есть уступка. Какая может быть совместная перспектива? Вот мы же сейчас с позиции России говорим, да? Вот сейчас мы к Украине вернемся. С государственным проектом антироссии. Только борьба. Нет. Есть еще так называемый совместный диалог, в котором мы предъявляем требования России. Смотрите, украинофобия есть. Антиукраинская пропаганда есть. Она на уровне школы есть, воспитывая, собственно, врагов Украины. Она в средствах массовой информации, она в литературе, она в фильмах. Мы можем это убрать? Мы можем посмотреть, можем посмотреть, сколько памятников снесли там и там. Мы можем посмотреть по отношению и к языку. То есть продолжить войну. Я же говорю в этой ситуации войны. И смотрите, и в обмен на это требовать такого же от Украины. Мы это, вы это. Да? Вы убираете антироссийскую пропаганду из школы, из законов, из фильмов, из книг. Вы прекращаете ресентимент. Но это обоюдный процесс. Вы строите разговор так, словно это должна сделать одна Украина. Это неправда. Это Хорошо. Что Россия должна предложить Украине, чтобы Украина восстановила памятники советской эпохи? Вы только что проспали или отсутствовали. Я только что произнес, как должен строиться этот разговор. Конкретно, что может Россия дать Украине за то, чтобы Украина восстановила снесенные памятники? Смотрите, вот как у нас разговор идет. Я произнес, вы проспали и говорите что? Что, повторить то, что я сказал? Что Украина... Хорошо. Александр, мне повторить то, что я сказал. Украина. Ответьте на вопрос. Мне повторить то, что я сказал? Нет, вы ответьте мне на вопрос.
Я вам уточняющий, ответил на этот четкий и вопрос понятный. за минуту до этого. Что Хорошо. Украина Смотрите, мне не страшно, мне не возьмет трудно повторить, а вам взамен, полезно чтобы будет. восстановить памятники советской эпохи? Да, Да. да. Россия говорит, ну, на встрече с Украиной, прямой, без посредников. Мы прекращаем антиукраинскую пропаганду в школе. Мы меняем наши учебники, причем меняем истории совместно с вами. Мы перестаем преследовать вас в литературе, в кино. Мы меняем Конституцию совместно с вами. Мне повторить то, что я сказал, или вы уже услышали? И Украина восстановит памятники, которые она снесла. Нет, а Украина убирает антироссийскую пропаганду в школе, антироссийскую пропаганду в литературе, прекращает уничтожать памятники, присваивает советское прошлое в позитивном для России контексте, прекращает преследовать русский язык и так далее. Ну, потому что, чтобы вы просто понимали, в России сегодня просто украинского языка нет. То есть мы-то его, он у нас есть, мы его преследуем, но в России его просто нет. Его изжили, ассимилировали. За десятки лет Россия, как бы, ну, это называлось там клин, да? Помните такие названия? Разные клины Украины. То там, то там, то там. Так вот, за десятки лет эти все украинцы были ассимилированы. То есть, и мы должны закрыть на это глаза. То есть, Россия прекращает политику ассимиляции и допускает внутри себя украинское сообщество. В ответ на это Украина прекращает ассимиляцию, причем насильственную, грубую, беспощадную русскоязычных и как бы то же самое. Но это обоюдный процесс. Это не односторонний процесс, это обоюдный процесс. Не может одна сторона делать, а вторая не делать. Так, понятно? Уже, кажется, точка невозврата пройдена. Поэтому я и говорю, что это ситуация безысходности. Когда точка невозврата пройдена, то это ситуация безысходности. И выход из этой ситуации за счет распада Украины, за счет распада России, за счет распада Европы. Это очень нехороший сценарий. Какой ближе? А возможно даже Соединенных Штатов. Потому что все эти вещи происходят внутри жесткого ресентимента с необратимыми последствиями. Нам только кажется, что распадается одна только Украина. Это не так. Россия, Европа и США тоже огромный риск распада. И именно по этой причине нежелание мыслить и строить позитивное будущее для всех, а не только для кого-то одного. Ну тогда давайте смотрите, если уж так брать, то есть же большинство, а есть меньшинство. Ну, вот даже на планете. Китай, Большинство и Китай, меньшинство... Индия, Россия – это получается большинство. Нет. Ну Западное это получается меньшинство, если по количеству, это по так не головам работает. считать. Это так не работает. В любом обществе управляет меньшинство. Как говорит Джордан Питерсон, компетентное меньшинство. Большинство не управляет. Это сделали демократическую ширму, чтобы показать, что мы выбираем большинством тех или иных политических лидеров. Но как бы в контексте компетенции управляет всегда только меньшинство. Меньшинство в Китае, меньшинство в России, меньшинство в Украине, меньшинство в Штатах, меньшинство в Европе. Наш мир создан меньшинствами, не большинством. Ну, я говорю о тех, кто представляет то или иное государственное образование. А кто представляет государство? Лидеры стран. Вот сейчас Зеленский отправляется к лидерам стран в Европу. Я же вас просил, давайте не будем употреблять, ну что же это такое, а? Ну, Зеленский там что-то представляет. Что он представляет? Он не принимает решения внутри своей страны. Все, что он может, это представлять политику давления на Соединенных Штатах. Введите больше санкций, дайте больше денег, дайте больше оружия. Ну, что это за функция? Подождите, Что он представляет? постойте, а откуда тогда антипроектность взялась внутри Украины, если Зеленский ей не управляет? Он ее просто возглавил. Ну да. А взялась она из контекста ресентиментального воспроизводства коллективной памяти. Давайте помнить только обиды и давайте за них отомстим. Таким образом, мы хотели сохранить себя. То есть мы так долго не имели собственной элиты, что мы хотели сохранить свою идентичность только на уровне ресентимента. А у нас сейчас есть собственная элита. Ну, какая бы ни есть квазиэлита, она есть, потому что она, как правило, формируется на фронте. Потому что люди в ситуации пограничной, как говорил Ясперс, иначе мыслят.
С фронта придут Не-не, стойте, люди. стойте. С фронта вот мы слышим голоса с фронта. Вот я воевал, а кто-то сидит за границей, значит, забрать у него политические права, а то и паспорт. Вы Ну, не он те проще голоса говорит. слушаете. Вы Послушайте, не вы те говорите, голоса. элита формируется на фронте. Нет, вы слушаете голоса большинства или крикливого меньшинства. А вы послушаете те голоса, которые пытаются размышлять. Да? Спокойно, без крика, без ресентимента, без нервов. Если вы обращали внимание на такие голоса, вы бы услышали их как другие, услышали иные голоса. Понимаете, слышать голоса тех, кто кричит, это как бы хорошо для блогинга, это увеличивает аудиторию. Но слышать голоса тех, кто говорит спокойно, уравновешенно и тихо, это совсем другое умение. Ну, к слову, там человек, вояка, на которого я ссылаюсь, с татуировкой на черепе, говорил очень А спокойно, спокойно. Зачем вам ссылаться на того, кто дает вам просмотры? Для просмотров. Это я понимаю. Но вы поймите, что для формирования будущего эти люди не нужны. Какие? Вот эти, кто громче всех кричит. Они не составляют будущее. То, что они кричат, забудется, через неделю, через месяцы. Потому что они не формируют ни смысла, ни перспективы будущего. Почему вы считаете, что фронт может выковать нормальную элиту? Так всегда бывало. Фронт давит на человека. И по-разному на это реагирует. Кто-то сходит с ума. Кто-то попадает в депрессию и потом глушит свое фронтовое прошлое алкоголем, наркотиками, как бы излишней агрессией. Но кто-то все-таки меняется. Кто-то все-таки начинает мыслить. И вот это и есть протоэлита будущего. И обратите внимание, их там на фронте меньшинство. Но вы на них не хотите обращать внимание. Вы обращаете внимание на тех, кто громче всех кричит. А это, собственно, не очень хорошо. Хоть вы и не любите, но... Да какая разница, люблю я там или не люблю? Хоть вы и не любите. Я же объясняю, почему надо делать так, а не... Это не потому, что я люблю. Мало ли, что я там люблю. Как прийти к завершению войны тогда? Вот понимаете, что есть определенно, вот вы говорите, ловушка посредника. Хорошо, так есть ловушка слов и нарративов. Я с вами соглашусь. Но... Нет, смотрите, я есть... не раз вам говорил, если хотите четкий ответ, прямыми переговорами между Украиной и Россией без посредника о сути, о мировой структуре, об архитектуре человечества, о содержании конституций двух стран, о содержании школьного образования, о допуске и недопуске пропаганды, о том, как строить и направлять литературу, культуру вообще, кино и так далее. Вот об этом. Вот так можно. Это прямой ответ на ваш вопрос. Стамбул. Это 1, не о том. Стамбул 2. Прямые не о том. переговоры. Понятно, что это слеплено для Трампа, чтобы показать, что Трамп усадил это за один все стол. для прекращения войны ненадолго. Я говорю о принципиальном прекращении войны. Прекратите вы сейчас войну, она снова через 5 лет возникнет. Я говорю о принципиальном прекращении войны между Россией. О принципиальном, услышьте. Навсегда. Или надолго, по крайней мере. А Стамбул это так, одни идиоты приехали с одной стороны, другие идиоты приехали с другой стороны. Давайте перестанем стрелять. Давайте. Попытались, не получилось, разъехались. Что это за разговор? Зеленский говорит о том, что территориальные вопросы он может решать. Опять Зеленский. Это важно. Я же просил. Я просил, давайте без этих. Это важно. Говорит, я не могу решить территориальный вопрос, потому что Конституция и так далее. Да? Я типа гарант. Окей. Но говорит о том, что я могу обсуждать территориальные вопросы на встрече личной Путина Зеленский и Зеленского. не является лидером государства. Он не является государственным деятелем. Он является политиком. По большому счету, он даже политиком не стал. Он просто озвучивает то, что считает, условно говоря, как бы позицией украинской элиты. Озвучивает. Он не является лидером внутри украинской элиты.
Он избран большинством, и это его проблема. Он не стал государственным деятелем, не стал. Он не вышел на... Тогда он даже не мыслит цивилизационными притязаниями. О чем он может говорить? Так, Ну, вы а хотите, как кто? чтобы что? Подождите, а кто будет договариваться о завершении Я войны? не знаю. Я не знаю. И смотрите, и если не будет найден кто, договора не произойдет, и обе стороны прекратят свое существование. Не только Украина, но и Россия тоже. Потому что Путин так и не вышел на цивилизационный уровень притязания. Его уровень притязания – это русский мир. Но мир не будет русским. Открою вам большой секрет. Так и украинским будет тоже не китайским. будет. Украина не ставила себе такой задачи. Украина не ставила себе задачи построить украинский мир. Мы сразу вышли на контекст человечества. Ох, Сразу. о Человечество, каком оно не контексте строится. человечества вы говорите, если хороший вопрос. Подоляк говорит, справедливый мир, Ну какая разница, что Справедливый- говорят подоляки? Ну вот что справедливый ж вы... мир уже Бог. наступил. А Потому я что вас- мы теперь не братские народы, и мы вот этот нарратив разрушили, и теперь Александр, ну, у вас Россия и совершенно Украина нет дальше. чувства как бы уровня дискуссии, которые мы ведем. Ну при чем тут подоляк? Вы понимаете, какие я проблемы вообще поднимаю? Конечно, проблема Понимаете, справедливого Те мира. проблемы, которые мы обсуждаем, и где в отношении них подоляк? Ну вы хоть понимаете или нет? Не понимаете, я вижу. Я вижу, что вы не хотите, вы прячетесь за общим. Я не вы прячусь, я прячетесь. говорю, как действительно можно закончить войну. Так Я нет ни за прак- что не прячусь. Нет Смотрите, практических вещей. Смотрите, я могу с вами поиграть в подоляка. Могу. Мне это не составит труда. Просто война заканчивается, и надо переставать играть в Зеленского, в Трампа, в Путина, в подоляка, в Переслегина, в Портникова. Надо переставать в них играть. А вы все продолжаете эту игру. Вы начали так хорошо свой эфир с тем, что все поменялось, а мне продолжаете подсовывать все вот это вот. Зачем? Все поменялось, а вы-то не поменялись. Вы-то по-прежнему все это берете и как бы пытаетесь к этому апеллировать. Зачем? Ну, потому что нам Потому что говорит, что? нам Вам надо удержать говорит аудиторию? эти Понимаю. люди, которые находятся у власти. Ну, какая Проблема разница, не в том, кто что там где Шелесту находится? нужно удержать аудиторию или заработать просмотр. Проблема в том, что мы пришли к тупику политическому в Украине. И я показываю глубочайшему. выход, а вы говорите, что ваш выход – это попытка что-то прикрыть. Так вы Что? говорите, должен быть человек, который будет смотреть на Нет, цивилизационно. я не говорю Этот так. человек только откроет рот. Я говорю, ему что придет такого радикал, человека может и не быть. Ему придет Малюк с СБУ, скажет, а что это тут говоришь, не нашими нарративами, и посадят на 15 лет за госизмену. Смотрите, и это возможный вариант. Но именно такой подход, когда вы говорите то, за что вас могут посадить, и приближает нас к позитивной перспективе. Ведь не случайно люди в истории шли на смерть, отстаивая свободу, инакомыслие и вольнодумство. Вот вы думаете, это же не глупые были люди. Поэтому я вам и говорю то, за что могут посадить. Так вот и война устроена. И в России должны найтись люди, которые будут говорить то, за что могут посадить. И когда встретятся люди от Украины, которых могут посадить в Украине, и люди из России, которые могут посадить в России, и договорятся, это и прекратит войну. Иначе не бывает. Без такого вот риска не бывает прекращения войн. Как вы этого понять не можете? Надо возвращать Фейгина и Арестовича, да? К совместному. Опять вы за кого-то... Ну, Да это не как имеет пример. значения, не имеет значения, кого вы вернете. Я говорю об уровне дискуссии, которые должны идти. Для меня вообще не принципиально, Фейгин их будет вести, а Арестович их будет вести. Или кто другой. Это не принципиально, услышьте. Это не принципиально. Это вообще не имеет значения. Вы видите возможность такого диалога? Ну, не видел бы, не говорил. Я же с вами его начинаю вести, ну и вернее продолжаю. И веду его не только как бы у вас. Я постоянно его сейчас веду, пытаюсь его предъявлять. Но диалог же как начинается? Кто-то начинает про это говорить, и то, что он говорит, разделяют другие, и получается диалог.
Но если вы продолжаете упоминать старые имена и старые слова, вы не выйдете из войны. Вы же начали свой эфир с того, что все поменялось, мы в преддверии чего-то. Ну, осознать это и принять для себя, то есть поменять себя, поменять дискурс своего говорения, поменять имена, которые вы употребляете. Это все надо проделать. И, кстати, ну, я бы предполагал, что это есть ваша ответственность. На кого мы можем поменять имя Зеленского? Да не им поменять. Представление поменять. А к представлению, когда вы его поменяете и новым именем назовете, найдется и персональное имя. Не из персональных имен начинайте. Не смотрите на персонали, смотрите на идеи. Но есть доминирующая идея, называется государственная. Так Правильно? оно всегда и бывает. Чтобы выйти из войны, надо преодолеть доминирующие идеи. Вы хотите завершить войну как-то иначе? Не получится. Похоронили Порубия сегодня. Убийство, нам, конечно, представили, что все расследовали, даже там убийца сознался. Но Порубий – это ну, вот, одно из лиц Майдана в том своем представлении, которое вот все мы ощущаем вот уже 11-й год и так далее. Майдан. Ну вот Порубий умер, а Майдан? Как бы вы ответили на этот вопрос? Ну, во-первых, не только Порубий. Фарион гонул Порубий, просто гонула как бы так спустили на тормозах, потому что очень нехороший человек был, да, как бы спустили. Но Фарион и Порубий, да, остается. Ну, вот это и есть то, что возвращается к людям, которые сеяли ресентимент. Увы. Вот так оно обычно и бывает. Сначала ты сеешь бурю, да, или сеешь вот ненависть, потом она к тебе возвращается. Ну, я не знаю, как это комментировать, потому что я на стороне, чтобы никого не убивать, даже ресентименталов. Я на стороне просвещения, да, чтобы эти люди отдумали, чтобы переосмыслили. Я допускаю изменения людей. Я никого не ненавижу, даже тех, кто ненавидит меня. И в этом смысле я предполагаю, что и другие бы могли так относиться ко мне. И с этой точки зрения возможно взаимопонимание, прежде всего в Украине. Потому что если мы не договоримся внутри Украины, мы не сможем договориться ни с кем. Ни с русскими, ни с поляками, ни с венграми, ни с кем. Ну, тем более с Соединенными Штатами, Китаем и Россией. Да? Ни с кем. Вот это и есть как бы этот элемент. Когда ты сеешь ресентимент, ты пожинаешь ненависть и убийство. Неизбежно, хочешь ты того или нет. В России та же ситуация. Посмотрите на смерти в России. Можно каждую из них проанализировать и объяснить, почему она случилась. Украина же не уникальна в этом. Нет, вы почему-то всегда ставите знак равенства между Россией и Украиной. Почему? С точки зрения ресентимента они равны. Потому что они зеркальное отражение друг друга. Это мой термин, зеркальный ресентимент. Поэтому ставлю знак равенства. Люди, оказавшиеся в войне, не могут зеркалить друг друга. Украина вступала в войну в лучшем положении свобод, прежде всего гражданских свобод. Ну и и политических тоже, да. Но выходим на прекращение или остановку войны. Мы очень сильно похожими на Россию. Ну, я имею в виду, Украина выходит очень сильно похожа на Россию. Это не хороший итог войны. Это не хороший итог войны. Ну, правильно, И в этом, воюем и в за этом свободу, а смысле получаем новые и новые ограничения. поражением для меня является не утрата территории. Территории, это такое. Конечно, нехорошо, что люди оттуда уехали. Конечно, нехорошо, что это будет черной дырой и что это будет бельмом на глазу. Но гораздо большее поражение, то, что мы утратили свое преимущество, свою свободу. Вот это проблема для нас. Это то, о чем болит душа.
Ну, вы же находите связь между тем, что а, как бы полностью переняв вот эту идеологию Майдана, да, как-то ее возвели в ранг государственной политики, что это не привело на фоне войны к еще большей свободе, а привело к Вот большим посмотрите, запретам. был сборник про Майдан. Нельзя сказать, что там была некоторая идеология Майдана. Просто в 17 году, да, через 3 года после Майдана, одна из политических сил, ну или движения, присвоила себе Майдан. Остальные вынуждены были дистанцироваться и сказать, что Майдан проиграл. Поэтому говорить об идеологии Майдана – это не совсем правильно. Майдан был за достоинство. Не за мову, не за ЕС, не за НАТО. Майдан был за достоинство. И мы заканчиваем войну, утратив достоинство. Достоинство не бывает национальным. Достоинство, оно всехнее. Поэтому Майдан умер как идея. От этой идеологии осталась лишь, ну что, правильная коллективная память, да, правильный язык, правильные герои. Ну, поверьте мне, я был на Майдане, я помню, не было там такого. Там было разные, но люди договаривались. А потом перестали договариваться. И более активное в общественном плане движение начало доминировать и присвоило себе Майдан. Вот после того, как это произошло это осенью 2017 года, я перестал быть сторонником Майдана и открыто об этом заявил. Поэтому никакой идеологии Майдана, которая была на Майдане, сегодня нет. Майдан возможен против действующей власти? Уже нет. Даже во время войны было продемонстрировано как бы картонное, даже не знаю, как это назвать, картонный бунт, да, который уже не обладал ни одним из качеств Майдана, да. Всеобщее собрание, общее благо, масштабная постановка проблем и вопросов, участие разных сил. Ничего из этого не было, ну, как бы, даже на возрастном уровне это не был средств всего общества. Поэтому, ну, как бы, вот приблизительно такое и может быть. Так тот Майдан тоже не был срезом всего общества. Был. Нет, ну как был? Постойте, вы были на Майдане? Ну вот послушайте, вы понимаете, что отсекая вот этими всеми как бы словесами о едином общем благе, да, отсекая часть страны, которая не согласилась с Майданом и с итогами Майдана, привлекая сюда, ну, скажем так, соседа, э, мы получили абсолютно не свободу. Мы получили войну, раздрай и 10 лет идиотизма в политике. Я не Смотрите, говорю уже про конкретные тем, жертвы. с тем, что было искусственно сделано разделение, что был Майдан и антимайдан, я согласен. И с тем, что это был неполный срез, я согласен. Но с точки зрения гендера, политических предпочтений, даже участия, вы знаете, что в том, что мы называем Майдан, был и Восток, и Запад. А в антимайдана только Восток. Знаете об этом? Ну, то, что мы не знаем, ну, как люди были представители разных стран на том же антимайдане. Ну, разных сторон Украины, И разных то, частей. что в антимайдан приходили представители Майдана, и то, что между ними были огромные делы. Знаете об этом? К чему они привели? Они К изначально были люстрации, к мусорной Они люстрации изначально сначала. были политической технологией. Антимайдан был проплачен и организован одной из сторон, которая не желала принимать то, что происходило на Майдане. Так, а Майдан был ну, без денег, вы хотите Нет, сказать? Майдан А это было USAID, подождите, волеизъявление, а а антимайдан, USAID на что деньги давал? В официальных отчетах, закрытый Рубио USAID. На что деньги смотрите, давал? смотрите, и эти представители там тоже были. Но невозможно из USAID собрать миллион людей. Ну, невозможно. На пике это миллион, и есть фотографии подтверждающие. Это USAID проплатить при всем желании не мог. Такие вещи бывают, если это действительно резонанс душ миллионов людей.
Никакой USAID это не может обеспечить. Ни в какой стране это никогда не бывало. Поэтому говорить-то про это можно, вот как бы в идеологическом плане. А социология этого не подтверждает. Ну, социология так себе аргумент, особенно в последнее время. Социология была возможна у нас вплоть, я бы сказал, где-то до 2019 года. После 2019 года и в России, ну, а в России она раньше прекратилась, Да потому при что чем там здесь? Мы идет говорим про работа. Майдан, антимайдан, вы опять вплетаете Россию. Я Я понимаю, что говорю, ваша что тактика такая, но ну я как бы нет, у меня нету никакой мы, так. мы Я об говорю, мы когда украинцах говорим. я говорю, что валидная социология в Украине сохранялась до 19 года, до 2019. В России валидная социология сохранялась где-то до 2014-2015 года, пока они не осознали, что все, она не валидна, что она отражает средства массовой информации. У нас это произошло чуть позже. Но именно потому, что валидная социология еще сохранялась с 14 по 19 год, мы исследовали, ну, мы, то есть социологи, исследовали, чем был Майдан. В России не успели исследовать. Они так и не поняли, что такое путинизм. У них валидная социология прекратила свое существование. И с социологической точки зрения сегодня нельзя сказать, что такое путинизм. Нет условий для исследования валидного. Понимаете? У нас она хоть чуть дольше продлила, и мы успели исследовать Майдан. Успели. В России не успели. Вот такая, увы, ситуация. Чтобы точку поставить, на что надеется Дацюк этой осенью? Дацюк надеется не осенью. Дацюк надеется на то, что найдутся люди в России и в Украине, которые поверх барьеров власти и властного дискурса начнут диалог, начнут разговор. И выведут нас из безысходности. Вот на это я надеюсь. Украинский философ Сергей Дацюк был моим собеседником сегодня. Благодарю за время и мысли. Спасибо вам. Друзья, берегите себя. Давайте поверх барьеров, пишите комментарии. Давайте общаться, давайте высказываться. Всем добра и света, несмотря ни на что.